Фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, конечно, неоднозначна. Нужно понимать, что нельзя судить человека вне контекста его времени, вне контекста истории. Когда изучаешь историю, нужно понимать, что люди принимали решения не только исходя из политической сообразности, исторического момента, но исходя из неких мистических мотивов, так скажем. И это касалось в том числе и фигуры Иосифа Виссарионовича Сталина. При Иосифе Виссарионовиче Сталине существовал, например, в НКВД так называемый шпионно-масонский отдел, который конкретно занимался расследованием различных тайных обществ, которые оказывали существенное влияние на политику, на деятельность различных политических партий. Они были связаны и с международными тайными, действительно шпионскими, масонскими организациями. В этом нужно было разбираться профессионально и понимать, что здесь действуют уже совершенно иные законы. Когда я обратился к фигуре Иосифа Виссарионовича Сталина, исходя из понимания вот этого, я сразу наткнулся на то, что, скорее всего, сам Иосиф Виссарионович неплохо разбирался в этом вопросе. Ну, во-первых, известно, что он готовился к поприщу священника, и еще в юности был близок к мистическим сектам Юга России. Говорят о том, что он получал посвящение у самого Гурджиева, который для наших мистиков, в общем, достаточно фигура такая значительная. Единственное, так скажем, документальное свидетельство того, что он был посвящен в некие мистические тайны, да, это его юношеские стихи. Они, кстати, вошли в хрестоматии еще до революции, он был довольно известным поэтом тогда в Грузии. Да. И когда мы смотрим на эти стихи, понимая, что это за человек, что в нем было заложено с юности, мы понимаем, что это вообще все, что происходило дальше, это все не случайно. Все это было заложено уже тогда, совершенно в самые ранние годы. Ну, известен, например, его такой исповедальный стих, тоже вошедший в хрестоматии, о неком посвященном, о неком адепте, который получает чашу горечи, чашу знания, чашу посвящения. Стих начинается со слов: «Ходил он от дома к дому, стучаш у чужих дверей». Не правда ли это парафраза евангельского? «Ищите и обрящите, стучите и отворят вам». То есть его лирический герой – это апостол, да? Это такой посвященный, который несет знания. Да? И песня его, как солнечный блеск, чиста, и в ней звучат правда и возвышенная мечта. Потому он сердце, превращенное в камень, заставить биться сумел, а также разбудил разум, дремавший во тьме. То есть он несет вот это священное знание. Тут же использована символика ангела света. И далее Сталин дает историю именно этого ангела, ну какого ангела? Отверженного ангела. Тут нужно понимать, что он несет вот это свет с собой, да, в сердца, а его не принимают, этот свет. Но вместо величия славы люди его земли отверженному, то есть вот этому отверженному ангелу, да, отраву в чаше преподнесли, сказали ему: «Проклятый, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». Что это произошло? То есть он получил чашу посвящения, чашу, которую адепт в мистических сектах, это совершенно стандартный образ, получает, ну скажем, переживая символическую смерть. И обретая вот именно свой путь уже дальше. Он получает символическую смерть, и дальше он оживает и несет вот уже великую силу в мире духа, он уже получил. То есть вот это вот он явно дает понять то, что он получил вот это вот мощное посвящение. Кстати, это есть и в европейской традиции, есть сугубо кавказская традиция. Там тоже есть чаша посвящения, ну там нарцасурка, скажем, да. Много таких во всех традициях, ну это христианская традиция есть, и древнеязыческая традиция говорит о той же чаше посвящения. Ну, скажем, в славянской традиции бог Велес получает чашу от старика смерти. Вот. И таким образом становится владыкой над Навью, над всем миром, над всем иномирьем. Это же символику мы видим вот в этих же стихах. Это очень мощные стихи по своему вот этому мистическому заряду. В следующем стихе он говорит уже о том, что он идет и жнет души серпом. Вот. Это один из древнейших символов бога смерти.
вот, или ангела смерти, да, отверженного ангела, да, вот, бывал он с неистовым серпом проходил по полю шквалом, и сноп валился за снопом. Это тоже его стихи, следующие стихи далее. Вот это, во всем этом, конечно, есть сугубо общинная такая символика. Нужно понимать, что в начале 20 века в России существовало огромное количество, целый пласт скитов, общин, духоборческих, вот если говорить о Кавказе, христовщина, хлыстовщина, которая была оппозиционно, там, скажем, официальной церкви, да, хотя в нее были вовлечены, ну, надо сказать, уже, ну, просто и простонародье, и она восходила вообще к древним каким-то ведическим, суфийским и прочим мистическим сектам, и скитам, и общинам с древнейших времен, то есть с ведических времен. Во главе этих общин всегда стоял, ну, некий кормчий. Вот. То есть есть община, например, «Золотой корабль». Они чаще всего собирались эти люди, ну, по артельному принципу. Они действительно строили корабли реально, не только просто какое-то было общество, где обещались на мистические темы. То есть это были люди, которые занимались, ну, вот, скажем, строительством кораблей. Да? Вот. И внутри этой общины всегда существовало вот, с древнейших времен некое учение внутри этой общины, которое их сплачивало, которое их делало, ну, в общем, достаточно большой силой, в том числе и политической силой. Возглавлял ее всегда некий великий кормчий. Давайте теперь вспомним, что официальный титул вождей в коммунистической уже партии был как раз великий кормчий. Великим кормчим называли самого Сталина, и потом Мао называли, и, ну, всех, в общем, коммунистических вождей их называли кормчими. То есть это был уже официальный титул, коммунистический титул. То есть они наполнили новым смыслом вот эти вот старые мистические течения, заменив мистику на вот уже марксистско-ленинское учение, так скажем, да, вот, но использовали вот эти вот старые структуры и символику старую. То есть если мы вспомним коммунистическую символику как таковую, и красные знамена, и звезды там, скажем, пятиконечные, да, вот, это все существовало с очень древней ведической древности. Символ серпа и молота, да, серп Велеса и молот Сварога, да, в нашей традиции. Пятиконечная звезда, вот это пентакль, ну, это уже по всему миру, это один из символов макрокосма и микрокосма, и его связи, да, вот, и в нашей традиции, славянской уже традиции, ну, символ Ярилы, символ, воинский символ. Красное знамя с древнейших ведических времен, это было знамя, которое упоминается, скажем, ну, еще в авестийской литературе, где прародитель там Ирейдж или Арий, как по-разному зовут, у нас славянская традиция, это просто Орий или Арий, да, князь, вот, он поднимает вот это красное знамя кузнеца Каве, коваля, по-русски, если говорить. Вот. Это был его фартук, который стал красным, поскольку он использовал какие-то там красители, да, или какие-то там химикаты для, ну, работы с металлом. И он дальше получил еще смысл того, что это уже кровавое знамя простых людей, которые были угнетены там, ну, каким-то темным демоном, черным змеем, там, или ажидахакой, ящером. Вот. И вот это знамя, оно использовалось всегда по всему Востоку как символ освобождения народа. Действительно, когда на Востоке опять поднялось красное знамя, люди вспомнили о том, что с одной стороны там шли там, с зелеными знаменами там, пророка, да, с другой стороны шли зороастрийцы с красными знаменами, с алыми знаменами. В том числе и на них использовались и символы, ну, и красной звезды, известные тогда различные там кланы, скажем, да, и просто серпа и молота и так далее, так далее. Это все известно тысячи и тысячи лет. Это не коммунистами придумано в 20 веке, да. Это просто было продолжение того древнего течения, наполненного вот новой символикой, новыми смыслами в наше время. А так это, конечно, древняя ведическая традиция. Могу сказать, что для меня теперь фигура Сталина, конечно, обрела новые черты. Имеется огромнейшая вероятность того, что он в юности получил глубокое мистическое посвящение. Очевидно, что в одной из скитов или общин, там, Юга России, мистических общин, и в ней считался действительно великим кормчим. Он стал великим кормчим еще в юности, судя по тому, что мы видим в этих текстах. Да? Это совершенно очевидно. Вот. И, конечно, фигура Сталина, она сложная и противоречивая. И у него была роль
согласно вот этим же даже стихам, видимо, при посвящении уже дана ему это была роль отверженного ангела или ангела смерти, который должен был покарать людей, не воспринимающих свет истинного учения. Кровавая роль, жестокая роль, но в тот период истории для нашей страны просто необходимая для ее выживания. Это же совершенно очевидно, что тогда страна потеряла смыслы, сакральность власти ушла, и уже никто не верил в силу мистическую династии Романовых просто. Это чувствовалось народом. Утратилась вера. Ушло патриаршество, уже не было патриарха, был синод, скажем, да. То есть уже сама церковь, она в значительной степени утратила вот эту вот мистическую свою роль сплачивания рода и народа. Вот. И поэтому у нас рушили потом храмы и все что угодно. Народ метался без духовной опоры. После революции к власти пришли люди, которые разрушали великую страну. Они ничего другого делать не умели. И что оставалось делать Сталину, который отстаивал величие державы, нашей страны? Поэтому, конечно, у него, наверное, и выхода другого не было. Но нужно понимать, что это еще и была изначально, наверное, его задача. Еще я должен сказать, что есть еще к этому у меня еще и личное отношение. В нашей семье есть немало людей, пострадавших в то время, в 30-е годы. Род Асовых был почти истреблен тогда. Не только это, конкретно мой дед был расстрелян, и на приговоре, не так много приговоров осталось со времен Сталина за его подписью. На его приговоре стоит подпись конкретно Иосифа Виссарионовича Сталина на расстрельном списке. Мой отец, который остался сиротой в результате этого, да, его спасла тогда бабушка, приходилось прятаться, опять же, в скитах приходилось прятаться тогда же. Они остались, дети там врагов народа, там семья врагов народа, это все было тогда очень жестокое время, очень трудно было в это время выжить, но тем не менее, вот когда я говорил по этому вопросу со своим отцом, он говорил так: у нас есть, скажем, в нашей семье личный счет с Иосифом Виссарионовичем, да, так скажем, но смотря на то, как поднялась страна при Иосифе Виссарионовиче и что с ней происходит сейчас, нужно понимать, что он был во многом прав, иначе было поступать нельзя со всем этим. И мой отец, несмотря на то, что он был там в этом смысле врагом народа, тем не менее он уже и тогда разделял коммунистические идеи, он был коммунистом, вот, всю свою жизнь. По убеждениям он не был никогда антисоветчиком. В нашей же семье люди сражались в Великую Отечественную войну за Советский Союз не с той стороны, которые сражались бы с коммунизмом. Да? Нет, они понимали, что будущее страны связано в данной конкретной исторической ситуации уже с коммунистической идеей. И для того, чтобы страна осталась жить, и чтобы продолжался род, да, нужно было ее принять. И не просто было нужно, это было единственное, наверное, спасение тогда для всех нас. Спасение сегодняшнего дня – это все-таки история. И это уже давняя история. Вот. И что ее бесконечно бередить в наше время, да? Какие-то вспоминать старые раны. История всегда во все века России была непростою. Нужно извлекать из нее уроки, и нужно смотреть в будущее. И из прошлого брать достижения. А у сталинской эпохи великие достижения, это совершенно однозначно. На нас уже шла под фашистскими флагами вся Европа. Россия, сталинская Россия, оказалась сильнее. Что значит какие-то семейные счеты по сравнению с этим? Да? Нужно это уже забыть, это старая история уже. Это старая история. Зачем мы это сейчас уже в очередной раз вспоминаем? Заставляют, наверное, вспоминать нас. Наши вороги роются в наших старых ранах.